Сегодня мы поговорим о ленточном наращивании волос, раскроем все плюсы и минусы. Привет, меня зовут Снежана Музаваткина, и я технолог-стилист компании Hair Shop. Сегодня я продолжаю раскрывать секреты профессиональных стилистов. Ленточное наращивание одно из самых молодых. Его придумали в Германии в 2000-м, и только сейчас оно набирает свой пик популярности. Что же такое лента? Из чего она состоит? Грубо говоря, это силиконовая ленточка, куда внедрены волосы, а на нее уже интегрирован двухсторонний скотч, за счет чего и пластинка волос держится. Поговорим о плюсах и минусах. Плюсы данного наращивания – это самый быстрый вид наращивания. Всего за 30 минут опытный мастер нарастит полный объем волос, а это 20 пар, интегрированный в шахматном порядке по голове. Следующий плюс, что ленточное наращивание подходит для любого типа волос. Особенно подходит более тонким волосам, ослабленным и очень сильно окрашенным, обезвоженным волосам. Поэтому любая девушка с любым типом может позволить себе данное наращивание. Третий плюс данного наращивания, что с ним можно делать абсолютно любые прически. Дело в том, что ленты бывают разного размера, от полсантиметра, 2 сантиметра и 4 сантиметра. Поэтому под любую прическу, абсолютно под любой тип волос можно интегрировать ленты разного размера, и тогда ты сможешь забирать любые прически, даже тугие косы, боксерские, французские, в общем, любую прическу на твой выбор. Четвертый плюс данного наращивания, если ты обладательница совсем тонких волос, буквально, так сказать, детского типа, есть вот такие замечательные ленты с имитацией роста волос. Дело в том, что такая ленточка не будет бликовать на солнце, даже если подует сильный ветер, ленточка с имитацией совершенно будет незаметной на твоих волосах. А если ты обладательница окрашивания шатуш, амбре либо балаяж, тебе подойдут вот такие вот ленты с эффектом отросших корней в стиле амбре. Я рекомендую. Теперь поговорим о минусах. В отличие от итальянского капсульного наращивания, которое в среднем носится 3-4 месяца, ленточное наращивание носится всего 2 месяца. Так как комплект волос не имеет срока годности, вы можете его неоднократно корректировать, пока он вам нравится и пока вы не поменяли цвет волос. Второй минус, на мой взгляд, это неправильный уход. Дело в том, что ленточное наращивание – это очень щепетильный, нежный вид наращивания для ваших волос. Если вы неправильно за ним ухаживаете и не исполняете все требования мастера, то ленточки попросту могут сползти. Это бывает крайне редко, но случается. Об уходе мы сегодня также с вами поговорим. И третий минус, хотя я не считаю его минусом, а это просто особенность этого вида наращивания. Если ты обладательница супер тонких волос, ломких волос, по типу детского волоса, то попросту высокие пучки, хвосты или объемные какие-то прически ты не соберешь. Твоего собственного волоса не хватит для того, чтобы перекрыть само крепление, саму ленточку. Низкие хвосты, пучки, косы, распущенные волосы, локоны, пожалуйста, делай на здоровье. Но высокий хвост, увы, с таким типом волос невозможно собрать, чтобы не было заметно. Еще один секрет от Сьюзи – вот такие разноцветные прядки для ленточного наращивания. Ты можешь создать любые креативные прически, а как, смотри на моем канале. Первое, очень обязательное правило: нужно иметь расческу из натуральной щетины. Это специальная расческа для нарощенных волос. Она очень мягко, но тщательно прочесывает как свои волосы, так и донорские волосы. Но самое главное, не повреждает. Второе правило – водные процедуры. Если ты поедешь на море, либо купаешься в бассейне, лето, прекрасная речка, жара, обязательно собирай волосы и после водных процедур обязательно промывай волосы тщательно, используя кондиционеры, маски и любые вкусняшки для волос. Третье правило: с мокрыми волосами категорически запрещается ложиться спать. Если ты уже устала и тебе нет сил досушить волосы, собери тугую косу, а утром продолжишь укладку. Четвертое правило – тщательно расчесываться несколько раз в день, от самого корня до самого
кончика. Дело в том, что многие мои клиентки боятся это делать, чтобы повредить наращивание. Не бойтесь, все хорошо держится. Пятое правило – вовремя приходить на коррекцию. Дело в том, что у каждого свой рост волос и свое чувство комфорта и дискомфорта. Поэтому время коррекции определяете именно вы. В среднем волосики носятся 2 месяца, а кто придет раньше, либо чуть позже, это уже дело каждой. Шестое правило – окрашивание. Не бойтесь красить волосы с нарощенными волосами. Красьте, как привыкли, раз в 3 недели, раз в месяц. В общем, по необходимости. Отдельный пункт – это как правильно мыть ленточное наращивание. Дело в том, что все ленточки нарощены с оттяжкой вниз, поэтому, когда мы моем голову, мы не должны их запрокидывать, чтобы не повреждать собственные волосы. Моемся стоя, не запрокидывая голову вперед, мягкими массажными движениями. На корни и на длину мы сначала наносим шампунь, который не содержит масел, и самое главное, чтобы он не был бессульфатным. Дело в том, что бессульфатные шампуни не домывает собственное выделение кожи, то есть собственный жир. Поэтому он накапливается на волосах, и ленточки тем самым могут сползти. Поэтому помним, обычный шампунь для нарощенных волос, либо для окрашенных волос, либо для поврежденных волос. Но самое главное, чтобы он не содержал масел и не был бессульфатным. Многие компании имеют собственные линейки по уходу за нарощенными волосами. Поэтому, если вы доверяете себе профессионалам, они обязательно вам порекомендуют и линейку по уходу. После того, как мы промыли волосы с помощью шампуня, на длину мы обязательно наносим вкусняшки, бальзамы, маски, любые питательные вещества. Обязательно маску нужно делать на нарощенных волосах не реже, чем раз в неделю, для того, чтобы волосы донорские напитывались, увлажнялись, и они вам будут служить тогда очень долго. Нам нужно правильно посушить голову. Как мы привыкли, махровое полотенце на голову, ходим какое-то время, делаем макияж, готовимся к новому дню, после чего приступаем к сушке. Не расчесываем волосы, а сначала слегка подсушите феном. Для чего это нужно? Дело в том, что ленточное наращивание – это очень щадящий вид наращивания. То есть, если мы представим одну ленточку, дальше на слой наших волос, следующим еще одна ленточка, и в эту ленточку попадает влага, то есть волосом питается, увлажняется. И в связи с тем, что вода у нас немножко этот клей деформировала, да, ему нужно принять ту же форму. Для этого нужно слегка подсохнуть. Поэтому сначала посушите корни, клей принимает ту же форму и хорошо держится. А далее приступайте к укладке, к которой вы привыкли, будь то это брашинг, либо утюжок, либо просто посушите с помощью расчески. Давайте поговорим о распространенных ошибках мастеров. Дело в том, что ленточное наращивание должно состоять из 3 факторов. Это должно быть красиво, это должно быть удобно, и это должно быть незаметно и комфортно для самого клиента. Первая распространенная ошибка – это неправильное распределение по голове лент. Либо все масса на затылке, либо на висках. И мы видим, что свои волосы и донорские волосы, они не единым полотном, а разрозненно. То есть видно свою стрижку и донорские волосы. Вторая ошибка – это ощущение дискомфорта, ощущение боли, тянут с первой секунды. Дело в том, что ленточки должны изначально хорошо собираться в хвосты, в пучки и любые прически, не создавая чувство дискомфорта. Третья ошибка мастеров – это слишком высоко поставили ленточки, и ленточки видны. То есть бывает то, что клиент просит поставить очень высоко, он так любит, это хорошо, это клиент всегда прав. Бывает так, что мастер не чувствует вот эту границу и слишком высоко ставит ленты, за счет чего человек постоянно беспокоится, что подует ветер, либо кто-то увидит. В общем, такое тревожное чувство нарощенных волос получается. И четвертый момент – это неправильно выполнена стрижка. Да, для того, чтобы сроднить одно полотно с другим, нужно выполнить небольшую коррекционную стрижку. В общем, доверяйте профессионалам, это самое главное.
Как же подобрать волосы, как же определиться с выбором, какие себе волосы нарастить и какие подойдут? Во-первых, наращиваются волосы всегда натурально. Ненатуральные волосы не носятся. Натуральные волосы не имеют срока годности, поэтому ты можешь их неоднократно наращивать и перенаращивать. Так как это натуральные волосы, они также секутся, они также обламываются и также нуждаются в уходе, в дополнительном уходе, как и свои волосы. Поэтому люби их, уважай, холь и лелей, и тогда они прослужат тебе точно годами. Если ты обладатель, например, кудрявых волос, вьющихся волос, обязательно подбирай себе вьющиеся и кудрявые волосы. Тогда ты поедешь на море, либо будет влажная погода, твои волосы завьются, донорские волосы завьются, и никто не определит, хочется сказать, никакая собака не определит, что у тебя не свои волосы. Если у тебя гладкие, шелковистые волосы, если у тебя тонкие волосы, либо детские волосы, подбирай себе вот такой вот тип волос, идеально гладкие. Поэтому при влажной погоде, если твои разовьются волосы, то и эти тоже будут развиты. То есть уйдет укладка. Мы все прекрасно понимаем, о чем я говорю. Если у тебя пористые волосы, если у тебя такие пушистые, но прямые волосы, подбирай вот такие волосы для того, чтобы не создавалось чувство дискомфорта. То есть твои волосы и донорские волосы, они будут вести себя совершенно одинаково. Волосы бывают разного происхождения в зависимости от того, где их срезали, так сказать, где их купили. Это могут быть южно-русские, это более плотные, такие вьющиеся. И самое главное, плюс для меня, они легко, очень хорошо выдерживают любые укладки. Есть славянка, чистая славянка, которая срезается у нас в салонах. Это более тонкие, более нежные волосы. К нему надо прям как пылинки сдувать, чтобы кончики не обламывались. Да, и есть такие хорошие азиатские, плотные, густые волосы, которые, так сказать, мне кажется, неубиваемы. Поэтому очень меня интересует момент, что негативно относятся к азиатским волосам. Дело в том, что они выдерживают такие нагрузки при укладке ежедневной и не ломаются, не секутся. Если хочешь, чтобы волосы служили максимально долго и дешево, и сердито, выбирай азиатский волос. Надеюсь, я раскрыла все аспекты о ленточном наращивании. Если ты наращиваешь в первый раз, либо у тебя тонкие волосы, обезвоженные волосы, смело наращивай. Если у тебя остались вопросы, пиши в комментариях, проконсультирую, отвечу на все вопросы. Подписывайся на Instagram, там есть множество примеров работ. Ну и, конечно, с вами была Снежана Музаваткина, гуру причесок.